Приветствую вас, мои дорогие, с вами Ева, вы на канале Ева Оракул. И сегодня я врываюсь к вам, я была в поездке, я в поездке до сих пор, я в Варшаве, в Польше. И я вот чувствовала, что нужно взять с собой колоду. И думаю, ну когда у меня будет время? Но нет, сегодня я иду по улице, и просто у меня кричит, вы меня зовете, колода меня зовет. И с темой, ну где же ты? Где же ты? Просто у вас до сумасшествия мысль в голове, ну где же ты, мой суженый? Где же ты, мой человек? Что происходит? Вот, и сегодня мы будем смотреть на колоде Арт Нуво, я взяла ее с собой. Вот, мы будем смотреть сегодня эту тему. По традиции два варианта. Ой, почему-то я первый раз вытащила, тут обложка есть, она мне никогда не попадалась. Карта дурак. Ну вот где-то он там ходит, ваш мужчина. Тут она не карта дурак, а просто вот он идет, понимаете? Где же ты, мой мужчина, где же ты? Сегодня у нас такая тема. Настраивайтесь. Давайте я вам покажу. Я всегда забываю вам показать вид. Все время говорю, я вам покажу. Вот сегодня у меня вид действительно ну, просто шикарный. Посмотрите на этот вид, на Варшаву, на центральную улицу, на дворец. И сегодня мы с вами начинаем смотреть очень важную тему. Вот поэтому я не показываю вам, потому что сразу же камера сбивается. Ничего у меня с собой сегодня нету. Вот, чтобы настроить камеру. Вот, ну, в общем, в походных условиях, в отеле, в сердце, в Варшаве, с чашечкой кофе мы сегодня смотрим очень важную тему. Погнали. Первый вариант. Настраивайтесь, единички, двоечки. Вот, с таким прекрасным, шикарным видом. Сегодня в Варшаве теплее, чем где-либо. Даже теплее, чем у меня дома. В общем, единички. Крик души, просто то, что у вас в голове, вас просто вам не дает покоя. Настраиваюсь на вас, вы тоже настраиваетесь на эту тему. Загадайте вашего мужчину. Давайте смотреть, где же он, что же происходит. Так, единички. Первая колесница. Ну, вы понимаете, вот, ну, он идет, вы понимаете, вы поэтому так вот кричите, потому что вы чувствуете, что где-то это приближается, ситуация приближается, он приближается, понимаете, и вы прям вот чувствуете приближение этой ситуации, и поэтому у вас происходит такое ощущение, ну где же ты, потому что вы чувствуете, что это где-то рядом, понимаете? Вы чувствуете, что это где-то рядом, и здесь эта карта, понимаете, она, вот интересно, в Арт Нуво достаточно статичная колесница, она не мчащаяся, поэтому он идет, но он в процессе, видите, процесс вдумчивый, процесс, знаете, вот здесь вот такие эти сфинксы именно на этой колоде Арт Нуво, они... Понимаете, это вот очень что-то мудрое, древнее, это такая древняя цивилизация. То есть этот процесс, понимаете, я же говорила, что все, кто в основном смотрит этот расклад у меня на канале, это люди уже очень зрелые души, поэтому ваша связь кармическая, это человек не просто так, который идет, понимаете, в вашу жизнь. Так, сейчас я немножко камеру настрою по свету. Так, на самую светлую часть. Извините, видите, новое пространство, и нужно подстроиться. Так, выпадает карта у нас. Значит, первая это, значит, чаши. И здесь пятерка пентаклей. Ace of Cups, да, и пятерка жезлов. Ну, видите, вот это на самом деле ваше состояние. У вас настолько, я же говорю, предчувствие, зарождение чувств, что-то должно произойти, предчувствие. Поэтому будет этот крик, вот где же ты? Я не могу понять, почему же он возникает. Потому что наоборот, вот идет в потоке, что вы как бы в спокойном состоянии, да, но вот эта вот борьба внутренняя, которая у вас сейчас началась, и этот крик души, ну где же ты, мой человек, она потому что это, понимаете, это очень близко, какие-то новости, ну это, понимаете, это что-то вот буквально, это со дня на день, это ну вот буквально что-то вот скоро должно произойти, какие-то новости, какие-то новые эмоции должны прийти. То есть этот крик, ну где же ты, он не просто так. Ну, давайте еще смотреть. Единички. Мне так интересно, мне самой прям интересно. Ну, вот видите, ваш мужчина, я чувствую, девятка жезлов, он сейчас, не знаю, мне почему-то такое идет, может быть, он из другого города, он летит, задержали рейс. Может быть, он шел по каким-то своим рабочим делам, у него там какие-то проблемы, он задержался. Может быть, что-то у него происходит сейчас в жизни, что его притормозило. Вот. Поэтому у вас, ваши души, они, знаете, вот как два
корабля, которые должны были сойтись в точке X, а вы чувствуете, что есть какая-то задержка, рассинхронизация. И нам это показывает, что она не из-за вас, а она, это у него что-то там происходит, какие-то события, он где-то застрял в дороге, в каких-то своих делах. Кто-то может, мужчина какой-то заболеть, знаете, такое весеннее обострение или в какое время, неважно, вы нашли года этот расклад, то есть, может быть, он приболел. То есть происходит какая-то асинхронизация. Я не могу, вот я, когда пришла эта тема из запроса, я шла по улице, прибежала в номер, взяла колоду и записываю для вас расклад, вы понимаете? Потому что я же говорю, что происходит какая-то череда событий, и вы чувствуете, что, знаете, вот как будто бы вы идете по улице, какой-то шлейф аромат. Вы как будто бы идете по улице, вы чувствуете этот аромат как бы праздника, тройка кубков. Вы чувствуете, что что-то хорошее должно приблизиться, понимаете? Но вы чувствуете предвкушение, но ничего не происходит. И у вас этот вопрос звучит в голове. А у кого-то этот вопрос звучит немножко от отчаяния, что как же так? Ну как же так? Ну почему? Ну что ж такое? Не почему? Я так жду тебя, я так тебя хочу. Карта смерти. Ну вот у мужчины сейчас завершается какой-то процесс. Это карта про мужчину. У него сейчас завершается что-то. То есть вы уже готовы, вы в предвкушении, но на самом деле он доживает или, может быть, какую-то свою старую, может быть, даже какие-то старые отношения, какие-то проблемы на работе, какие-то дела. Что-то у него там, какие-то проблемы. У него случилась какая-то ситуация. Это знаете, как, допустим, там, вот мне это, знаете, как вот, или там едет какой-то поезд, да, он задерживается, или самолет дилей, да, то есть вы сидите в аэропорту, знаешь, как будто бы сидишь в аэропорту, ждешь, а самолета все нету, да, и вот у него там какая-то дилей, какая-то случилась проблема, какая-то несостыковка, какая-то у него даже, может быть, неприятность случилась, и поэтому ваша как бы встреча, она откладывается, хотя у вас такое ощущение, что ну вот я чувствовала, что вот уже сейчас, вот у вас такое состояние было. Такое у вас было состояние, единички, что вы меня даже пригнали меня в номер. Ну вот, говорю, как у вас было состояние, что все, я готова, я иду вперед, я шагаю, где мой мужчина. Вот у вас было такое состояние. Вот карты прям просто подтверждают все, что идет из потока, понимаете? Карты говорят, что вы сияете, полны энергией, вы не хотите вообще ни о чем думать, вы хотите только идти вперед. Вот. Так, карта влюбленные. Ну, видите, я же говорю, что здесь, даже эта карта влюбленные, здесь она таким образом, здесь вот дьявол, он такой огромный, а влюбленные такие маленькие именно на этой колоде, потому что, видите, вот судьба, то, что происходит, какие-то вот эти неприятности, несостыковки с его стороны, причем не с вашей стороны, с его стороны, они говорят о том, что сейчас вмешались внешние силы, какие-то обстоятельства, которые как бы не дают этой встрече произойти. Но притяжение есть, вас друг к другу ведут, понимаете? То есть вы как бы уже нитью судьбы связаны. Просто случилась некая такая дилей, некоторое такое, ну как на русском, я не могу найти слово, задержка. Вот, задержка. Ожидание. Захотелось почему-то сразу же посмотрела на чашку кофе, потому что я сделала сейчас тебе тут в номере. И захотелось выйти, вот видите, почему захотелось, это вам подсказка, потому что вы в таком состоянии, вы уже не можете ждать, вам не втерпешь, вот эта тема сегодня вам не втерпешь, а я сразу посмотрела на кофе, и вот вам просто нужно сейчас отвлечься, вам нужно сесть, успокоиться, вот, выпить чашечку кофе, понимаете, вот просто немножко расслабиться, переключиться, то есть вам немножко нужно снизить градус этого ожидания, потому что вы сейчас немножечко пережимаете эту ситуацию, и, возможно, этим тоже создаете какие-то препятствия. Так, что там еще? Ну где же ты мой? Где же ты мой суженый? Кричите вы. А он не спешит, понимаете, у него там свои дела, у него такое состояние, понимаете, вот как сказать, он вообще сейчас не понимает, он об этом не кричит, у него свои какие-то дела, свои какие-то проблемы, свои какие-то эмоции, свои какие-то заботы, то есть у него сейчас другим голова занята, он вообще не понимает о чем вы там его передаете, понимаете, по космосу, по пространству, через расклады Таро, которые вы смотрите, да, то есть он, как сказать, у него там свои заботы, свои задачи, он погружен в свои дела абсолютно. То есть у него другое сейчас абсолютно состояние, понимаете, другое. Не спешит, он не спешит абсолютно.
человек, потому что мужчина серьезный, он вдумчивый. Он вообще, знаете, вот есть люди, которые вот ждут встречи. Он не ждет встречи, он знает, что я просто живу свою жизнь, если там где-то меня судьба сведет, это как бы супер, понимаете? И вот нам показывают, что вам тоже нужно снизить градус. Это понимаете, обложка колоды вышла. Двойка кубков. Самая главная карта этой колоды. Вот, пожалуйста. Двойное счастье. Сейчас я вам ее закрою, посмотрите. Видите? Двойное счастье просто сегодня. Такое вообще когда-либо бывает? Ну, посмотрите. Сейчас я закрою это. Но это просто, понимаете, двойка кубков. То есть вас соединят дважды. Вы понимаете? Это вот просто вот сердечко. Две половинки. Два. Два сердечка. Вот. Где вы там? Вот, сердечко. На скриншот поставлю этого видео, потому что вас уже судьба ведет, души уже соединяются. Но вам нужно понять, что этот шанс, эта возможность придет вовремя. И не нужно торопить. Нужно, вот как мне показали, сразу же из потока пришло, что взять чашечку кофе, сесть, насладиться. Вот не зря я вам вид показала, да, то есть, может быть, сходить погулять, переключиться, то есть, ну, как бы наслаждаться жизнью, вот. Вам нужно наслаждаться жизнью. И двойка чаш была, вам нужно наслаждаться жизнью, понимаете? Вот такой у нас «Где же ты, мой суженый?». Ну, понимаете, вот «Где же ты, мой суженый?», он идет. Просто чуть-чуть медленнее, чем вы ожидаете. Вернее, ваши ожидания быстрее, чем события могут разворачиваться и складываться, потому что вы слишком сейчас сфокусировались на этой теме. И такое ощущение, что, не знаю, там, половину времени в течение дня вы так или иначе возвращаетесь в мысли к этой теме. Вы кликнули на этот расклад тоже поэтому, потому что, ну, все, не втерпешь. Не втерпешь. Такие вот вы торопышки сегодня, единички. Но это, понимаете, это в том смысле, что торопышки вы просто так долго ждали этого счастья, вы чувствуете, что вот что-то должно прийти в вашу жизнь. Вот вы заслужили, вот оно такое вот чувство идет. Сейчас карта. Понимаете, ну да, я же говорю, что вы настрадались, вы заслужили, вы это знаете. Четверка мечей. Вы прошли такие испытания, вы понимаете, вот как вы возрождались, погибали. У вас, знаете, вы сами себя реинкарнировали, понимаете? Никто вам не помогал. Вы сами себя поднимали из вот такого вот состояния, понимаете, полуживого. Поэтому у вас ощущение, что вы просто заслужили это счастье, и вы как бы требуете: «Я хочу сейчас! Где же ты, мой суженый?» Вот вы меня даже в номер пригнали, чтобы я расклад вам сделала. Хотя хотела поездки, отдохнуть немножко от Ютуба, переключиться, чтобы с новыми силами вернуться. Но нет же, пригнали Еву и сказали: «Ева, завари кофе». Я вообще никогда в номере кофе не завариваю. В машине вон Неспрессо сделала. Это все для вас, единички, понимаете? И, вероятно, тоже для двоечек. Не знаю, по какой причине. Но вот понимаете, единички, вот это вот абсолютно ваша история. Вот это вам, вы сейчас в таком состоянии, что вы уже не втерпешь. Вам нужно вперед. Сейчас, сегодня вы говорите высшим силам, небесам: «Так, где мой суженый, где мой мужчина? Выдайте, положите, я больше не собираюсь ждать». А вам говорят: «Выпей кофейку, расслабься, take it easy», ну, как бы притормози немножечко, побудь в женской позиции, расслабься, все хорошо, все придет в свое время. Не гони коней, понимаете? Даже колесница, которая выходила, она была со сфинксами, которые, понимаете, они не как в колоде святого провидца, там просто кони рвутся вперед, там пыль, там все, там огонь, понимаете? А на этой колоде я вот взяла именно эту колоду. Даже на этом канале, по-моему, я 1 или 2 раза использовала эту колоду. И вот сегодня в дорогу она попросилась именно эта колода. Представляете, золотого Таро. Самая позитивная, самая светлая, самая гармоничная, на мой взгляд, из всех классических карт Таро. Ну что, единички, я желаю вам вернуться в состояние гармонии. Не буяньте там, пожалуйста, успокойтесь, все будет хорошо. Так, ну что, давайте переключаться на двоечек. Второй вариант. Что у вас там происходит? Что у вас там происходит, мои дорогие двоечки? Где же ты мой? Почему вы тоже кричите эту фразу? У вас там какая-то другая ситуация, и у мужчины другая ситуация. А вот мне почему-то у двоечек это связано как-то с вами, башня. Ну да, я же говорю, это связано с вами. Вы на самом деле, вы хотите, чтобы вы кричите: «Где же ты, где же ты?», потому что у вас в жизни ощущение, что все рушится, и вам нужно, чтобы кто-то пришел, вас и спас, чтобы что-то как-то изменилось, чтобы ситуация как-то
ну, как сказать, вы хотите, чтобы кто-то вот пришел и эту башню, как бы, вы как башня, у вас идет разрушение, в вашей жизни идет разрушение, вы хотите какого-то спасения, хотите, чтобы кто-то ее взял и скрепил, чтобы какая-то ситуация в жизни произошла, допустим, эта встреча, и через эту встречу все решилось, понимаете? Вот это вот абсолютно ваше такое состояние. Так, единички. Я тут сижу в позе лотоса, в глубоком, в кресле, если бы вы знали, как мне неудобно. Вот это двоечки, понимаете? Вот это абсолютно у меня заболела прям спина на этом моменте, когда я говорила про вас. Потому что вам неудобна ситуация, в которой вы живете, вам некомфортно, вам болезненно, вам сложно. Вы хотите, чтобы пришел человек, опять башня перемешала, видите, потому что я продолжаю об этом говорить в моих потоках, так всегда. Карты просто снова выходят и выходят, если я не закончила. Вы понимаете, у вас настолько сейчас болезненная ситуация, вы уставшие, вы хотите просто, знаете, через мужчину, через эту новую встречу какого-то шанса, какой-то надежды, радости. Вот вы его видите, эту встречу, как такое спасение. Ну да, вот видите, вы думаете, что сейчас придет вот король кубков и спасет вас. Вы так его ждете, вы его представляете таким, который вас наполнит жизнью, который вас наполнит радостью, понимаете? Поэтому вы кричите, ну где же ты? Потому что вы хотите от него, как такого, знаете, в каком-то смысле спасения вашей жизни. Спасение вашей жизни. За окном 26 градусов, как жарко. Я не была к этому готова, я тут сижу с улицы, вбежала, просто звала меня колода. И если для единичек была двойка чаш, то для единичек, а для двоечек карта сила, понимаете? Вот я взяла именно эту колоду в поездку, никакую другую. У меня вот только золотое таро, самая гармоничная, светлая из всех карт таро, которые у меня есть. Я считаю, вот она просто, ну вот невероятная. И для вас сила, она показывает, вы понимаете, вот вы хотите в мужчине найти опору, понимаете? Поэтому вы хотите, чтобы он пришел в вашу жизнь и реально порешал ваши проблемы. Нам подсказывают, что вот именно так, поэтому. Ну, интересно, давайте еще посмотрим. Ну, колесница, но он идет, точно так же, как у единичек. Но, понимаете, идет, и у вас, понимаете, у вас вот такое состояние, что вот у вас столько разных каких-то и проблем, и задачи. Вы сами не хотите. Что вы хотите их отношения? Чтобы он принес, чтобы он пришел и решил ваши финансовые проблемы, чтобы он сделал вас счастливой, чтобы у вас там страсть вспыхнула, чтобы он решил ваш жилищный вопрос, или, может быть, поборолся с какими-то вашими демонами или с демонами прошлым. Но вам в любом случае вы видите, что вот только он вас может спасти в вашей голове, в вашем представлении. У вас другого сейчас варианта, кроме как он придет и порешает все ваши проблемы. Поэтому вы кричите, ну где же ты, мой суженый? Понимаете, где же ты, мой мужчина? Где же ты? Да, ну вот видите, я же говорю, что в большей степени, конечно, тут еще и решает вопрос финансовый. Может быть, вы думаете, где жить, как жить, на что жить. То есть какая-то неустроенность у вас есть, вы чувствуете себя плохо. И вот почему-то тоже, вот я сейчас говорю, как у единичек, да, тоже захотелось потянуться к чашке кофе, которую я никогда не пью в отелях, я не знаю. Но вот для этого расклада почему-то захотелось заварить. И почему эта карта вот сейчас выходит, и я смотрю на эту чашку прямо сейчас. Она приходит для вас, потому что нам говорят, что, понимаете, у вас, вы сами можете решить очень много своих проблем. Вы сами можете испить эту чашу жизни. Да, классно, если придет мужчина, понимаете, и решит, поможет вам в чем-то. Но нам показывают, понимаете, что вам самой нужно. Видите, одни и те же карты выходят, но совершенно другой смысл. Вам выходит сейчас пятерка жезлов, потому что вы сами должны. Он не приходит, потому что вы сами должны еще порешать в своей жизни какие-то вопросы. Порешать, от чего вы, понимаете? Если вы хотите, чтобы мужчина пришел и решил какие-то ваши проблемы, он, возможно, решит. Но вы-то хотите любви, вы-то хотите суженого, вы хотите свою родственную душу, вы хотите не просто человека, который вам порешает ваши проблемы, а дальше, что пройдет год-два, это будет не ваш человек, или пройдет месяц, да, и вы поймете, что, ну, как бы, окей, а ситуация все равно на месте и там, потому что я хочу любви, вы хотите мужа, вы хотите близости, вы хотите, да, но из-за того, что есть какие-то нерешенные проблемы, вы подсознательно привлекаете в свою жизнь человека, который будет решать ваши проблемы. Понимаете, это не король кубков, это не паж кубков, это
рыцарь, это рыцарь Пентаклей, то есть вы хотите решения своих проблем, и чтобы он как бы ворвался, порешал, все сделал, все, давай, родная, отдыхай. Какое-то вот такое вам хочется от него, почему-то мне захотелось так сказать. Потому что вам хочется от мужчины вот такой вот реакции, такого поведения. Поэтому вы кричите, ну где же ты мой суженый? Я же говорю, что вы хотите, чтобы пришел мужчина и в первую степень какие-то возможности в жизни открылись. Финансово как-то все решилось. Что-то как-то в жизни поменялось из-за этого. Но нам показывают, да, здесь по карте, понимаете, сила, что на самом деле вы сами ту часть проблем, которую нужно, вы можете решить. Понимаете, когда вы решите ее, тогда у вас по карте влюбленный будет совершенно на другом уровне строиться отношения. Встреча будет уже другая, понимаете, совершенно другой будет посыл. Поэтому и хорошо, что сейчас, наверное, не приходит человек тот, которого вы хотите, потому что вы сами толком не понимаете, чего вы хотите. Понимаете, колесо фортуны. Я же говорю, вы сами пока еще не определились, вы и то по кругу. И вы, понимаете, когда вы такой гэмблинг делаете, как казино вы играете, вы сами не знаете, чего вы хотите, но вы ставите на что-то, понимаете, ставку. Вот это вот у меня почему-то казино вышло. В смысле, да, вот именно вот вашего отношения к ситуации. Вот карта смерти. Но нам показывают, понимаете, если вы будете относиться таким образом, то ничего хорошего из этого не будет. Эти отношения все равно вам принесут больше проблем, чем... тут можно опереться. Проблем, чем... Вот, видите, вот я нашла точку опоры. Хоть какое-то положение более-менее удобное. То есть... как сказать, поэтому, понимаете, вот все синхронно происходит в потоке, когда, то есть вам нужно самой порешать какие-то вопросы, найти решение, найти какое-то удобное положение для себя в жизни, чтобы уже не возлагать, понимаете, на мужчину вообще все свои проблемы в жизни. Это же не только финансовые проблемы, это просто вот ваша жизнь, вы ее видите как проблему, вы хотите, чтобы кто-то взял эту проблему как бы и решил ее за вас. Поэтому, когда вы кричите, ну где же ты мой суженый, вы, по сути, хотите не человека, не хотите любви, вы хотите, чтобы кто-то пришел и порешал проблему. Ну, то у вас такое, ну вы, конечно, хотите тоже любви, но это как бы подсознательно оказывается. Вы в таком состоянии немножко побитой собаки, с кучей трудностей, с кучей проблем, понимаете, у вас одна, вторая, третья проблема, да, у вас голова болит, вы не знаете, что делать, и у вас единственная как бы такая мысль в голове, сейчас появится мужчина, и все решится само собой, все наладится. Но нет, как известно, проблемы только, понимаете, приумножаются. Вот это вы надеетесь, что откроются пути, как бы и так далее. Но здесь, понимаете, это отчасти так, понимаете, но если вы полностью ставите на мужчину, понимаете, вот все решения возлагаете на это, вы убираете у себя ту силу, которая, понимаете, у вас по сути есть. По карте сила. Вот. Поэтому, да, конечно, видите, вот приходят в конце карты все равно, которые говорят, что да, мужчина придет, и он придет с возможностями, и, конечно же, он решит какие-то ваши проблемы, и у вас будет счастье, понимаете, у вас будет счастье, и будет много радости, у вас будет изобилие, будет все, что вам нужно, понимаете, как-то золотой таро, прям видите, как все переливается и блестит. То решение проблем, те финансы, какие-то любые другие проблемы, они решатся. Если вы правильно поставите себя, понимаете, сейчас не перекладывайте все на эту встречу. Возьмите часть ответственности на себя. И тогда это счастье к вам придет. Вот полная чаша, понимаете, десятка кубков. Ну куда еще полнее, куда еще круче, куда еще радостней. Полное, как бы, понимаете, вот полное изобилие. Вот. Понимаете, вот полное изобилие. Ну красота же, ну посмотрите, ну классно. Все, если вы вот немножечко снимете вот эту фиксацию, понимаете, если вы немножечко, понимаете, вот выйдете из этого состояния. Какой сегодня расклад, позже, в сердце Варшавы, в прекрасном, замечательном, роскошном отеле я для вас делаю эту тему. Колесо фортуны. И это не просто так, понимаете? Вы смотрите этот расклад, это судьбоносная, это карта для всех. Это карта для первого, для второго варианта. Вы меня притащили сегодня в этот номер. Вы меня заставили вернуться из этой солнечной, великолепной погоды. И первым делом, как я зашла в номер, я не легла в кровать, хотя проснулась сегодня в 5 утра и моталась по городу, решала дела. Я сегодня первым делом, как зашла, выпила стакан воды, почему-то заварила кофе, не знаю, что у меня так это, ну вот потому что вам нужно было, понимаете?
единичкам нужно было немножко отключиться от от этой темы и как бы выпить чашечку кофе, знаете, расслабиться, образно говоря. А двоечкам нужно испить чашу своей жизни как бы самой, понимаете? И тогда появится человек, который просто будет продолжать ваше дело совместное, понимаете? Ну, я же говорю, что появится человек достаточно быстро, если вы воспользуйтесь теми советами, которые нам сегодня дала колода, понимаете? Вот по колесу фортуны все случится, все будет классно, понимаете? И мужчина обязательно придет, появится, и он уже в пути. Самое главное, нам показывают сегодня эти карты. Давайте еще одну вытащим карту напоследок. Карта совет еще для вас. Карта совет и карта итог. Давайте карта совет сначала для обоих вариантов. О, ну классно, карта мир, понимаете? Ну вот нам говорят, что видите, все в ваших руках. Вы абсолютно можете все это порешать. Вот и двойка кубков еще раз мне просится. Понимаете, вы все можете порешать. У вас куча есть возможностей. Все сложится, все придет в нужное время, в нужном месте. И как бы, знаете, вот Вселенная работает над этим. Не торопите события, не бегите от этого или наоборот заставляйте это поскорее как бы перейти. Да? Дайте ситуации развернуться, миру создать все обстоятельства. Такой вам совет, да? Ну а итог какой будет? Ой, какой итог может быть? Карта солнце. Все будет, понимаете? Ну где же мой суженый? Я в пути, я иду. Удача. И он на белом коне, понимаете, здесь карта солнца, на белом коне, с красным флагом, сердечная чакра, любовь, радость, понимаете? Большая радость, и эта встреча на самом деле, она уже идет. Просто вы немножечко сейчас перекипели этой темой. Дорогие мои, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам срезонировала эта тема сегодня с новой локацией. Вы меня заставили взять, понимаете, эту колоду. Вы меня заставили взять с собой микрофон в эту поездку. Самое главное, вы меня заставили вернуться в номер. Сейчас среди дня в такую классную солнечную погоду записать для вас этот расклад из сердца Варшавы. В таком шикарном интерьере, с такими прекрасными видами, все только для вас. Ну, видите, потому что вы у нас королева кубков, вы хотите любви, и вы знаете, что эта любовь к вам идет. Я вам желаю, чтобы все ваши мечты соединились, свершились. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как это у вас срезонировало, что срезонировало, какой вариант выбрали. Возможно, два варианта, потому что здесь и то, и другое может быть, понимаете? С одной стороны, вы как бы и пушите ситуацию, давите, а с другой стороны, вы как бы, ну, в общем, в обоих случаях вы, по сути, немножко поддавливаете, просто по-разному. Вот, пишите в комментариях, что вам срезонировало, оба варианта или какой-то один. Также вы можете стать постоянным гостем моего канала и выражать на постоянной основе ежемесячную благодарность за те видео, которые вы смотрите, став мембершипом, да, на моем канале. Выбирайте, там есть у нас такой membership level 3, третий уровень. Это уровень изобилия, где, если вы подписываетесь на ежемесячную поддержку моего канала, вы можете получить от меня раз в месяц индивидуальный разбор вашей ситуации. Поэтому, если вам это интересно, подписывайтесь, присоединяйтесь к Join каналу. Ну, я буду ждать вас снова. Если вы хотите увидеться снова, подписывайтесь на канал. И до новых встреч уже на новых локациях. Пока!